И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 13 марта и уже традиционный итоговый обзор ситуации на фронтах. И также сегодня хочу немножко поговорить о потерях и о мирных переговорах. Для начала, что у нас проясняется по фронтам? Южное направление. По Баштанке пока новостей нет, но по Кривому Рогу в целом ситуация выглядит такой, что границей продвижения российских войск в районе Херсонской и Днепропетровской областей является где-то административная граница этих самых областей. В Днепропетровской области укрепляются ВСУ, а в Херсонской, соответственно, области укрепляются российские вооруженные силы. Также приходит сообщение о том, что российские войска, подойдя утром вплотную к Угледару и взяв вокруг все населенные пункты, дальше решили обойти город стороной и отрезать его с севера. Почему так? Потому что Угледар, он пусть компактный городишко, но он высотный, там стоят много высоток. Но я так понимаю, что в городе засел какой-то гарнизон ВСУ и быстро его оттуда выбить не удалось. Поэтому российские войска обошли городок с севера. Ну и дальше завтра посмотрим, пойдут ли они далее на север, либо окружат город и будут его зачищать. По Гуляйполю пока никаких новостей нет. Считаем, что ситуация как была, так и осталась. В городе сидит гарнизон ВСУ, который блокирует российские вооруженные силы. В Мариуполе продолжается зачистка города, идет трудно, как бы никто легкой зачистки не ожидал. Теперь переходим на Луганский фронт. В районе Попасной тут очень интенсивные бои. Российские вооруженные силы, Министерство обороны отчиталось о том, что Попасная взята. Кстати, уже отчиталось второй раз. Но по данным тем, которые есть у меня, по состоянию примерно на 18:00 по Москве, в городе все-таки еще были слышны какие-то перестрелки. И полностью говорить о том, что город полностью зачищен от вооруженных сил Украины, я бы пока еще не стал. Тем не менее, очевидно желание Луганского народного ополчения пройти, прорвать линию обороны здесь и пойти на север, которое мы видим на протяжении последних 3 дней, есть. Но линия обороны ВСУ пока здесь не прорвана. Хотя в 2 местах она уже продавлена. Также идут сообщения о серьезных боях в районе Северодонецка. В городе, как местные пишут, настоящий кошмар. И то же самое, чуть меньше пишут о Рубежном. То есть вокруг города и в его пригородах идут бои. Также прояснилась ситуация по Изюму. Все-таки небольшой гарнизон остался еще где-то в южных пригородах города. Он там держится, он там заблокирован, выйти не может. Но и те подкрепления, которые шли ему навстречу, также пришло подтверждение, что они уничтожены. Тем не менее, говорить о том, что российские войска сейчас уже большими колоннами пошли на юг, тоже нельзя. Пока работает только войсковая разведка, прощупывает обстановку. Да, она дошла до Барвенкова, но пока говорить о том, что большими силами российские войска подошли к этому городу, тоже нельзя. То есть идет зачистка территорий, и пока говорить о серьезном прорыве нельзя. Тем не менее, успех, который достигли сегодня вооруженные силы Российской Федерации, очевиден. И понятно, что они его будут пытаться развить на протяжении следующих дней. По Киеву больших сегодня столкновений, по сравнению с теми, которые были вчера, тоже не было. Стороны закрепились на достигнутых рубежах, идут перестрелки, но больших наступательных действий сегодня не наблюдалось. То есть вот такая ситуация сложилась по итогу 13 марта на фронтах войны в Украине. И здесь я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Момент первый. Это много мне задают вопросы в личку: Юрий, что вы думаете по поводу объявленных перемирий, о том, что уже стороны нащупали точки соприкосновения, и вот, например, Зеленский, как пошла информация, подпишет капитуляцию. Например, я не верю в то, что Зеленский подпишет капитуляцию. И даже если он что-то там подпишет, а надо вспомнить, какие требования выдвигает российская сторона. Это денацификация, разоружение ВСУ. У меня есть большие сомнения, что вооруженные силы Украины подчинятся этому приказу. А также подчинятся этому приказу те националисты, которые сегодня по сути у власти. Ведь российская сторона, как и в Минских соглашениях, четко говорит: сначала разоружение, денацификация, с запрещением всех националистических организаций. Также озвучено требование русского языка как второго государственного, и мы прекрасно понимаем, что никто в Киеве таких условий не примет. Поэтому говорить о том, что кто-то чего-то подпишет и выполнит, как по мне, это очень и очень наивно. Тем более, что с мест не приходит информация, что на тех территориях, которые сейчас освобождены от власти Киева, этот вариант серьезно никто не рассматривает. Даже в первом приближении. Российские военно-гражданские администрации везде всем видом показывают, что они сюда уже пришли как минимум надолго, если не навсегда. Хотя понятно, почему официальный Киев это пытается педалировать, рассказывать о том, что вот-вот мы почти достигли цели. На самом деле официальный Киев интересует выступление в тылу российских войск. Потому что пока есть надежда у этих местных националистов, что все еще может вернуться назад, они будут выступать. Когда надежда улетучится, а также активисты будут арестованы, а их уже начинают арестовывать, тогда все эти бутафорные протесты быстро сойдут на нет.
И Киеву уже будет трудно показывать картинку, что вроде бы есть какое-то там сопротивление на местах. Особенно смешно, например, это выглядело сегодня в Скадовске, где вчера российские войска зашли в город без единого выстрела, потом ушли без единого выстрела. Потом это все, что российские войска ушли, было объявлено, что ВСУ выбило их из Скадовска. И через несколько часов российские бронемашины опять зашли в Скадовск без единого выстрела, зашли в администрацию, сказали, вы что там охренели? И вот этот цирк на остальной Украине объявляется чуть ли не ведением активных боевых действий. Итак, с этим моментом мы прояснили. Момент второй, потери. Тоже вот Зеленский, вот буквально когда вчера или сегодня уже, да, не помню, сегодня, по-моему, да, объявил полуопухший, то ли уставший, ну не будем вдаваться в подробности, что российские вооруженные силы потеряли уже до 13 тысяч убитыми. Ну чушь, конечно, несусветная. Безусловно, потери есть, и они чувствительные. Я думаю, что уже более 1000 человек убитых, несколько тысяч раненых. По накалу боев это очевидно. Тем не менее, за последнюю неделю потери заметно упали. И это связано в первую очередь с новой тактикой, которую применяют вооруженные силы России. То есть войска уже обстреляны, они уже привыкли вести боевые действия. Мы нигде не видим таких лихих кавалерийских наскоков, как первых дней, где в основном-то и были понесены потери. Мы видим четкую работу авиации, артиллерии и планомерное продвижение вперед. А вот по поводу потерь со стороны Украины, ну там тоже Зеленский красиво, тогда 1300 человек, у россиян 13 тысяч. Ну по поводу 1300, что могу сказать? Вот Михаил Онуфриенко, у него очень много знакомых, и в том числе докторов, которые знают ситуацию реально в харьковских госпиталях, больницах. Так вот, на сейчас примерно в этих госпиталях находится около 3 с лишним тысяч раненых военнослужащих. Подчеркиваю, только в Харькове, не считая Харьковской области. А с учетом тех пропорций, которые всегда давали после тех или иных ударов российских ракет, либо артиллерийских ударов, то можно говорить о том, что количество убитых только в Харьковском гарнизоне достигает 1000 человек. Потери харьковский гарнизон несут очень и очень сильно. И именно по этой причине в городе начали тотальную мобилизацию. Гребут всех, кого могут, чтобы хоть как-то заполнить бреши. Причем понятно, что количественный состав явно не компенсируется качественным. Потому что то, что сейчас набирает, оно и в подметке не годится тому, что уже выбито. Подчеркиваю, мы сейчас говорим только об одном Харькове, где шли далеко не самые сильные бои. А есть еще и Донецкий фронт, есть еще Мариуполь, есть еще Киев. Есть еще Николаев, есть еще Херсон. И везде ВСУ несли потери. Я все-таки склонен думать, что на сегодняшний момент ВСУ потеряли примерно от 8 до 10 тысяч убитых и порядка 20-30 тысяч раненых. Это считая и тероборону. Да, это очень болезненные потери, но пока не смертельные. Самым смертельным для ВСУ станет окружение Донецкой группировки и ее полное уничтожение. Вот тогда действительно по ВСУ будет нанесен уже не болезненный, а роковой удар. Но с учетом того, что я сейчас наблюдаю на фронтах, это произойдет не раньше, чем через пару недель. Имеется в виду окружение и хоть какое-то частичное уничтожение этой группировки. Вот это примерно то, что я могу сказать по итогу 13 марта. Продолжаю следить за событиями. Ну и завтра утром будет очередной обзор очередной интересной темы вокруг украинского конфликта. Все на этом пока все. До свидания и до завтра.